Вот-вот состоится битва между двумя легендарными флотилиями Средиземья. Флот Умбара и Гондора с минуты на минуту начнут свое противостояние. 40 кораблей с каждой стороны. Адмирал флота Гондора снарядил корабли и с моряками Дол-Амрата выдвинулся навстречу пиратам Умбара, что вторглись в территориальные воды Гондора. В составе флота Дол-Амрата было множество абордажных, стрелковых, ударных, то есть кораблей, оснащенных тараном, а также корабли с орудиями дальнего боя, а именно с требушетами. Друзья, важная новость, не спешите перематывать. Все те, кто так или иначе заходил на стримы и является зрителем этого канала, знайте, что прямые трансляции теперь я провожу только на втором канале, и ссылку на него вы найдете в описании, а также в закрепленном комментарии. Все записи стримов отныне сохраняются, и каждый из вас может их спокойно смотреть. Канал живет, и работа над ним продолжается, лишь благодаря стримам и поддержке щедрых зрителей. Умбарцы также вели объемную линейку всевозможных кораблей с различным оснащением. У неприятеля также был и козырь в виде кораблей, оснащенных греческим огнем и снарядами с нафтами, что при столкновении с неприятельским кораблем взрываются, нанося серьезный урон по корпусу вражеского судна. Умбарцы шли по водной глади уверенно, не сбавляя темп. Адмирал флота Дол-Амрата не торопил события и спокойно со своей флотилией дожидался вражеских судов. Когда первые умбарские пиратские корабли преодолели радиус стрельбы требушетов, установленных на кораблях Гондора, адмирал отдал приказ, и орудия дальнего боя дали свой первый залп. Попасть требушетом по вражеским кораблям удавалось с трудом, однако со временем один снаряд за другим начал рушиться прямо на палубы суден умбарцев. Враг нисколько не замедлился. Наоборот, ускорил свой ход. Адмирал Дол-Амрата, видя в первой линии умбарского флота суда, оснащенные таранами, больше не решался ждать в обороне неприятельский флот, решив выдвинуть всю свою флотилию навстречу, надеясь изменить формацию кораблей, чтобы тараны умбарских суден не смогли нанести колоссальный урон в первые минуты сражения в море. Десятки абордажей, несколько горящих и тонущих суден по обе стороны, резня на бортах кораблей, залпы тысяч лучников, что Гондора, что умбарцев, горящие мачты и потрепанные таранами и снарядами корпуса кораблей. Ад, начавшийся в море, только-только разгорался. Адмирал флота Гондора наблюдал за тем, как умбарцы оставили в резерве значительную часть кораблей. Рано или поздно они также вступят в битву, и это станет концом для флота Гондора. Ведь уже прямо сейчас суда Дол-Амрата несут серьезные потери. Тонущие корабли и вернутые в схватку на бортах моряки Гондора силами регулярной армии Умбара, среди которых не просто моряки, а самые настоящие тяжело экипированные мечники, что в разы превосходили своими умениями ближнего боя моряков Гондора. Лидер флота решает в срочном порядке избавиться от резервов Умбара. Он уже вывел по обеим флангам корабли, оснащенные таранами. С левого фланга вступили в бой легкие суда, а с правой тяжелые. Все эти корабли должны были устремиться в тыл умбарского флота, но, к сожалению, не всем удается добраться.
Многих берут на абордаж, а некоторые суда и вовсе заливают залпами греческого огня. Тогда лидер Доламарта решает пересесть на другое судно со своей свитой из пеших рыцарей Имрахиля и велит морякам прежнего судна направиться вдоль флангов резервов Умбарского флота. Адмирал Гондор надеялся, что его флагманский корабль спровоцирует суда из резерва и неприятель направит следом свои суда, чтобы пленить лидера, коего уже не было на корабле. Так оно и произошло, но лидер Гондора даже и предположить не мог, что сам адмирал Умбарского флота, у коего в подчинении гвардии Умбара, сама лично направится вслед за флагманским кораблем Гондора. Также спустя время прихватив корабль пиратов, чтобы скорее догнать судно Доламрата. Теперь лидер флота Гондора мог действовать наверняка. Тыл неприятеля слаб, и теперь он самолично вступает в бой и продолжает руководить сражением в море, забрасывая одно судно за другим в тыл Умбарского флота, пока его основные суда сражаются на основном фронте. Лидеру Умбарской флотилии так и не удается перехватить флагманский корабль. А тем временем Умбарский флот наконец стал угасать, и мощь его сходила на нет. С огромными потерями, но все же флоту Гондора удается изменить баланс сил и, пробившись в тыл, окружить умбарские суда. В абордаже неприятелю не было равных. Однако, когда препятствий для кораблей, на коих бортах находились стрелки Гондора, не стало, судно с моряками-лучниками, зайдя в тыл, пламенными снарядами стали заливать спины сражающихся воинов Умбара, благодаря чему удается сражающимся из последних сил морякам отбросить мечников Умбара и взять верх в схватке насмерть в ближнем бою. Также суда с таранами Гондора начали бить по опустошенным из-за абордажа судам Умбара, благодаря чему при отступлении воинов неприятеля врагу не оставалось ничего, как просто броситься в воду, так как не было палубы, на которую те могли бы вернуться.
Несмотря на то, что морякам удается избежать погибели в схватке на палубе, суда Умбара с греческим огнем все еще продолжают сжигать дотла корабли Гондора. Лидер флота решает самолично расправиться с шебейками пиратов. Тем временем адмирал Умбарского флота, наблюдая за происходящим, понимая, что того обвели вокруг пальца, решает приостановить погоню за флагманским кораблем и отступает, заранее приказав пиратам Умбара оповестить суда, что в данный момент ведут свой бой с кораблями Доламрата. Половина кораблей неприятеля была потоплена. Численность воинов Умбара также сократилась вдвое после неудачной попытки абордажа. Суда с греческим огнем уничтожены. Однако, несмотря на победу, Гондор лишился всех своих кораблей, на палубе которых находилась пехота ближнего боя. 5 из 10 судов, оснащенных таранами, также ушли на дно. Лишь судам со стрелками и орудиями дальнего боя удается уцелеть. Но и их корпуса кораблей понесли серьезный урон и требуют длительного ремонта. Если вам понравился ролик, знайте, что я трачу на них очень много времени. Поставьте свой лайк, 1000 лайков, 200 комментариев, и я выпускаю новый ролик.